Глава 551. Пожирание водяного дракона. Хань Ли прищурился, глядя на происходившее сквозь красный туман. Чешуйки ядовитого водяного дракона были оторваны под натиском золотых прожорливых жуков. Однако измельченная кожа и плоть под ними стала испускать невероятно ядовитый туман, который буквально плавил его жуков. Вскоре после этого большинство жуков погибли. Постепенно изуродованное тело ядовитого водяного дракона стало сочиться зеленой кровью со всех сторон. Он уставился на Хань Ли так, будто ненавидел его до глубины души. Сердце Хань Ли дрогнуло. Казалось, что ядовитый водяной дракон полностью заслужил свою репутацию. Хотя его золотые прожорливые жуки уже эволюционировали до такой степени, что обычные магические сокровища не были для них помехой, но очевидно, что ядовитый туман был настолько смертоносным, что даже его жуки не смогли выдержать. Вскоре на лице Хань Ли снова появилась насмешка. Демоны не знали, сколько у него было жуков. Даже если бы ему пришлось израсходовать большинство из них, он определенно убил бы каждого из них. Подумав об этом, он взглянул на рой жуков, которые покрывали черепаха демона. Оттуда доносилось клацанье жуков, но рой насекомых оказался почти неподвижным. Если бы не слабая демоническая ци, которая просачивался через жуков, Хань Ли бы поверил, что демон уже мертв. Хотя Хань Ли чувствовал себя в небольшом смятении, он взмахнул руками и подбросил в воздух еще 2 сумки для хранения демонических жуков. Внезапно в комнате послышался громкий гул крыльев насекомых, и вся она наполнилась более 100 тысячами черно-золотых жуков. Когда водяной дракон увидел это, на его лице появилось отчаяние. В тот же момент выражение на лице Фэн Си резко изменилось на удивление. Стоит сказать, что у экзотических духовных насекомых продолжительность жизни была намного меньше, чем у других духовных зверей. Хотя их инкубационный период был довольно коротким, и они откладывали 100 яиц в период размножения и обычно размножались только раз в 100 лет. После вылупления и принятия мастера им было необходимо несколько десятков лет обучения и воспитания, прежде чем их можно было начать использовать. Кроме того, чем больше сила и чем выше класс насекомых, тем больше времени для этого требовалось. В результате в области моря рассеянных звезд было известно лишь несколько культиваторов, которые использовали насекомых. Особенно редко они встречались на стадии формирования ядра. У большинства культиваторов, использовавших насекомых, было не более 1000 экзотических насекомых за всю жизнь, если бы им повезло. Чаще всего они унаследовали часть от своего мастера, чтобы собрать такое количество насекомых. Кроме того, считалось, что экзотические насекомые намного слабее, чем духовные звери. Нередкостью было то, что весь рой насекомых мог быть уничтожен за одну битву. В результате было мало культиваторов, которые использовали насекомых в своих сражениях, хотя возможности насекомых были довольно мощными. При виде этого и Фэн Си, и водяной дракон были совершенно ошеломлены. Несмотря на то, что они и были демонами на стадии метаморфоза, они все равно испугались свирепых жуков Хань Ли. Конечно, если бы они знали, что эти насекомые еще не достигли полного зрелости, они были бы удивлены еще больше. Не обращая больше внимания на ненависть, ярость и страх в глазах водяного дракона, Хань Ли быстро произнес заклинание, и летающие насекомые разделились на несколько групп, а затем накинулись на водяного дракона. Кровавый туман снова стал выходить из ран дракона, уничтожая прожорливых жуков, к которым он прикасался. Однако жуки, роившиеся вверху потолка комнаты, не боялись его. Через мгновение туман рассеялся, и стало возможно разглядеть несчастное выражение на лице водяного дракона. При виде этого глаза Хань Ли засветились. В следующее мгновение он направил на водяного дракона еще одну группу жуков, в результате чего дракона полностью накрыло волной золотистых, серебристых и черных жуков. Эта картина повторялась снова и снова. Один рой погибал в ядовитом тумане, разгрызая его чешуйки, а другой рой заменял предыдущий. В конце концов, ядовитый водяной дракон потерял всякие силы к сопротивлению атаке золотых прожорливых жуков. Когда Фэн Си увидел это, его выражение слегка изменилось, но он тут же пришел в себя. Он просто взглянул на Хань Ли с ледяным взглядом. Хань Ли холодно фыркнул. Внезапно, когда рой отлетел, он увидел останки ядовитого водяного дракона. Внутри них сверкало кубическое, кроваво-красное ядро. Странный свет мелькнул в глазах Хань Ли, но прежде чем он успел что-либо сделать, демоническое ядро взлетело в воздух по вспышке синего света, направляясь в направлении выхода комнаты. Хань Ли мгновенно вытянул руку и выстрелил из ладони лазурным мечом. Лазурный меч пробил демоническое ядро насквозь. Внезапно оттуда выскочил миниатюрный водяной дракон. Это была душа водяного дракона. Когда душа водяного дракона заметила, что ее раскрыли, он исчезла в панике по вспышке алого света. Холодный блеск мелькнул в глазах Хань Ли. Он похлопал по сумке для хранения духовных зверей и выпустил оттуда полоску желтого света.
Как только полоска желтого света коснулась пола, там появилась маленькая сонная обезьянка. Это была плачущая душа. У Хань Ли не было времени беспокоиться о настроении зверя, поэтому он тут же стукнул его по голове, в результате чего плачущая душа невольно фыркнула и выпустила желтый свет из своего носа. Желтый свет стал струиться в воздухе, а затем окутал пустую область. По вспышке желтого света появилась душа миниатюрного водяного дракона. Вскоре после этого желтый свет обернулся вокруг души и затащил ее в нос плачущей души. Душа водяного дракона, естественно, не желала спокойно смотреть в лицо смерти и внезапно выпустила ослепительный синий свет. Синий свет полностью остановил желтый свет. Мощность синего света была такой сильной, очевидно потому, что эта душа принадлежала демоническому зверю на стадии метаморфозы. Конечно, отчасти это было еще и потому, что плачущая душа не достигла зрелого возраста, в противном случае она смогла бы полностью отразить силу атаки. Хань Ли никогда не собирался использовать плачущую душу для того, чтобы поглотить душу водяного дракона 8-го ранга. В конце концов, это был ценный материал, и он не хотел его лишаться. В результате, в то время как плачущая душа и душа водяного дракона были заняты сражением друг с другом, Хань Ли исчез из поля зрения души водяного дракона. Он появился через мгновение рядом с душой водяного дракона, и его рука была покрыта искрящимся лазурным светом. Поскольку у души водяного дракона просто бы не хватило времени и сил сбежать, Хань Ли успешно ее поймал. Хотя душа была всего лишь несколько дюймов в длину, ее сопротивление чувствовалось в руке Хань Ли. Однако Хань Ли заранее приготовил нефритовую бутылку и держал ее в другой руке. За одно движение Хань Ли окутал душу водяного дракона лазурным светом и переместил в бутылку. Он тут же закрыл бутылку и убрал ее в свою сумку для хранения. В этот момент он, наконец, облегченно вдохнул. Затем Хань Ли повернулся и направился к черепаходемону, не желая дольше отсрочивать его смерть. Но в этот раздался легкий треск. Два огромных меча, наконец, прорвались сквозь световой барьер. Не поворачивая головы, он выпустил из руки облако лазурного света. Через мгновение лазурный свет окутал грозовые крылья и переместил к Хань Ли. Поскольку он не мог справиться с ними в настоящее время, он тут же убрал их в сумку для хранения. Фэн Си при виде этого сплюнул глоток крови. Его спокойное выражение на лице теперь заменилось неприкрытой ненавистью. Взгляд Хань Ли опустился на кучу жуков, которые находились в другой части комнаты. Он слегка свистнул, и жуки тут же окутали собой черепаходемона. Хань Ли холодно вдохнул. Хотя панцирь черепаходемона был искалечен, его тело все еще окутывал слабый желтый свет. Его голое тело извивалось перед глазами Хань Ли и исцелялось с удивительной скоростью. В одно мгновение большинство ран уже зажило. В глазах Хань Ли мелькнуло удивление, и он невольно воскликнул: самоисцеляющееся тело были не редкостью среди демонических зверей. Эта способность позволяла быстро заживлять раны и даже выращивать новые конечности. Однако эта способность редко встречалась у демонических зверей высокого ранга. Несмотря на то, что Хань Ли убил множество демонических зверей 6-го и 7-го ранга, он никогда не сталкивался с этим явлением. Хань Ли был очень потрясен, обнаружив у черепаходемона 8-го ранга эту способность. Но теперь у Хань Ли проблем стало только больше. Единственный способ убить черепаходемона заключался в том, чтобы отрубить ей голову и разрушить демоническое ядро. Пока черепаходемон не истощил бы свои регенеративные способности, Хань Ли был бы беспомощен. К сожалению, он усовершенствовал свои облачные бамбуковые мечи всего несколько десятков лет назад, и он почти ничего не потратил на то, чтобы закалить их. Поэтому нельзя было их считать довольно мощными среди других магических сокровищ того же ранга, несмотря на то, что они были сделаны из легендарного золотого молниеносного бамбука и утончены с чрезвычайно драгоценным кристаллом. В прошлом он в основном полагался на количество магических сокровищ и на поразительную координацию, чтобы убить демонических зверей 6-го и 7-го ранга. Конечно, хотя его сила становилась намного мощнее, когда набор из 12 мечей сливался в огромный меч, это было всего лишь одним из полезных аспектов набора магических сокровищ. Но даже используя огромный меч из набора магических сокровищ, Хань Ли не был способен победить ни одного демонического культиватора, которые были здесь. Глава 552. Избегая преследования. Хань Ли был крайне раздосадован, что его мечи не могли нанести никакого вреда демоническим культиваторам. Но, немного подумав, он успокоился. Подавляющее большинство высокоранговых демонических зверей специализировались на культивации своих тел. Их плоть и кожа могли сравниться с магическими сокровищами человеческих культиваторов их ранга. Кроме того, демонические звери жили намного дольше людей, поэтому они могли культивировать больше.
Естественно, что чем дольше они культивировали, тем сильнее становилось их тело. До того, как стать культиватором зарождающейся души, человеческим культиватором, было необходимо использовать магические сокровища и всевозможные знания, чтобы убить демонических зверей 7 ранга и ниже. Но как только демонические звери достигали стали метаморфозы и становились зверьми 8 ранга, им не составляло большого труда победить человеческих культиваторов. Поскольку водяной дракон первобытной расой, их боевая мощь в 8 ранге соответствовала обычным демоническим зверям 9 ранга. Что касается черепаходемонов, то их раса имела самые сильные защитные способности среди всех демонических зверей. Учитывая это, неудивительно, что летающие мечи Ханьли совсем не смогли нанести им вред. Хотя, возможно, если бы на них напал какой-нибудь эксцентрик зарождающейся души, то его магическое сокровище, которое он культивировал несколько сотен лет, могло бы справиться с ними. Напротив, если бы Ханьли сражался с эксцентриком зарождающейся души, Ханьли бы легко смог убить его. Очень немногие культиваторы усовершенствовали свои тела, как демоны. Исключением являлся только Мэн Хуцзы. Хотя божественная дьявольская молния могла противостоять дьявольским искусствам и злым техникам, она была совершенно бесполезна против разы демонов. Грозная мощь божественной дьявольской молнии возникла из золотого молниеносного бамбука, но при нынешнем уровне культивации Ханьли мог задействовать лишь 10-ую часть своей силы. Обдумав все это, Ханьли перестал унывать так сильно из-за этого. Он понял, что как только он достигнет стадии зарождающейся души и проведет еще 100 лет в культивации своих облачных бамбуковых мечей, его магическое сокровище совершит огромный прорыв в силе. Тогда он с легкостью сможет пробить защиту демонов. В конце концов, облачные бамбуковые мечи были высокоранговым магическим сокровищем, на приобретение которых он потратил огромное количество усилий. Вот почему Ханьли считал, что они обладают огромным потенциалом. Хотя Ханьли мог легко убить демонических зверей 7 ранга и культиваторов поздней стадии формирования ядра, таких как он сам, он не решался сражаться с культиваторами зарождающейся души и демоническими зверьми 8 ранга. Между стадиями формирования ядра и зарождающейся души была огромная пропасть в силе, все эти мысли промелькнули в голове Ханьли в одно мгновение. Когда он снова взглянул на черепаходемона и Фэн Си, его лицо дрогнуло, и он обнаружил поток эмоций. Он пришел к выводу, что, если он не рискнет и не использует небесную ледяную жемчужину, он никак не сможет уничтожить этих двух демонических зверей за короткий промежуток времени. Но Ханьли не был уверен, что ее будет достаточно, чтобы пробить защитное сокровище ветреного зверя, а максимум он сможет убить черепаходемона. Поскольку он не мог контролировать небесную ледяную жемчужину, он не смог бы сосредоточить ее мощь на телах демонов, значительно ослабив эффективность силы ледяного пламени. Но больше всего Ханьли беспокоило то, что он не смог бы восстановить ледяное пламя после его использования. Если он не сможет убить Фэн Си после его использования, это было все равно, что прощальный подарок для Фэн Си. В этой ситуации Ханьли было бы лучше оставить пламя себе. Он мог усовершенствовать жемчужину, пробившись на стадию зарождающейся души, и она могла бы стать смертоносным оружием в его арсенале. Ханьли недолго думал об этом, поскольку не потратить ни это больше минуты. Пока черепаходемон все еще оставался раздутым, живот ветреного зверя сильно уменьшился. Выражение лица Фэн Си становилось все более и более мрачным. У Ханьли оставалось мало времени, прежде чем Фэн Си полностью подавил лекарственную силу зеленой жидкости и восстановил контроль над своим телом и магической силой. В результате Ханьли стиснул зубы и выхватил сумку для хранения черепаходемона, а затем зашвырнул черепаходемона в земляной огонь. Вскоре после этого он вытащил еще одну сумку для хранения из-под останков водяного дракона и размылся в воздухе. Затем он появился рядом с ветреным зверем, выкинул сумку для хранения водяного дракона в земляной огонь, а затем швырнул туда ветреного зверя. Затем, не глядя на демонов, он улетел, превратившись во вспышку лазурного света. Ханьли не верил, что они смогут отследить его на совершенно любом острове, на котором он скроется, независимо от того, насколько глубоки и замечательны их способности. Поэтому Ханьли пробил большую дыру через каменную дверь комнаты и бесследно исчез. В комнате для обработки инструментов все стихло. По прошествии неизвестного промежутка времени в комнате раздался свирепый и яростный рев. Вспышка ослепительного белого света вылетела из ямы земляного огня и пробила потолок комнаты, а затем все ограничения в пещерной резиденции. Через мгновение белый свет появился над маленьким островом и пролетел вокруг него с невероятной скоростью. Остановившись на своем первоначальном месте, свет погас, показывая Фэн Си. Судя по его внешнему виду, казалось, земляной огонь никак не навредил ему. Тем не менее, он стиснул зубы из-за бурлящей ярости, держа в руках тело все еще немощного черепаходемона. У черепаходемона не было магических сокровищ, которые бы защищали его тело, поэтому все его тело было обуглено и дымилось.
Похоже, он сильно пострадал в яме земляного огня. Глаза Фэн Си засветились белым светом, когда он пронесся мимо горизонта. Немного подумав, на его лице появилось злобное выражение. Затем он сжал руку, и белый свет сверкнул в его пальцы. Через мгновение выражение его лица изменилось на зловещее. Еще немного подумав, он метнулся в небо, превратившись в полоску белого света. В этот момент Хань Ли летел по небу, его спина была покрыта холодным потом. Духовная энергия ветра начала бурлить в нем, а ограничения божественной дьявольской молнии стали неустойчивыми. К счастью, Хань Ли быстро отреагировал, поспешно удалил свою духовную силу из плаща и использовал его для сильного подавления изменений. После того, как Хань Ли вошел в позднюю стадию формирования ядра, Хань Ли научился блокировать извлечение своей духовной силы плащом, хотя и не мог полностью контролировать его. Однако это значительно увеличило полезность древнего сокровища. Хань Ли горько улыбнулся. Ветряной зверь следовал за ним. Хань Ли инстинктивно изменил направление и дико влил духовную силу в свой плащ, ускорившись в несколько раз. Он, несомненно, разозлил Фэн Си, так что если бы его поймали, его бы ждал печальный конец. Хань Ли был раздосадован тем, что Фэн Си все еще мог контролировать духовную энергию ветра в его теле, несмотря на то, что находился на таком большом расстоянии от него. Хань Ли никак не ожидал этого. Теперь он сожалел о том, что не выпустил небесную ледяную жемчужину, пока у него была такая возможность. Но об этом сейчас не было никакого смысла. Хань Ли мог только продолжать убегать с помощью кроваво-красного плаща. Пока Хань Ли продолжил свой побег, духовная энергия ветра в его теле вспыхивала раз 6-7 за час. Хотя ему удавалось подавлять его каждый раз, ему все равно приходилось каждый раз менять направление своего полета, чтобы Фэн Си не вычислил его направление. Скорость Хань Ли была намного ниже скорости ветреного зверя, но ему всегда удавалось резко передвигаться на большое расстояние. Однако Фэн Си продолжал безжалостно преследовать Хань Ли, полагаясь на реакцию духовной энергии ветра в его теле. Эта игра в кошки-мышки продолжалась в течение месяца, пока они метались по огромным просторам моря. Тем временем Хань Ли стал все больше и больше чувствовать отчаяние. Чтобы окончательно убежать от преследования ветреного зверя, ему было нужно усовершенствовать духовную энергию ветра в своем теле и избавиться от нее навсегда. Однако это оказалось очень долгим процессом. Уже прошел месяц с его побега, но духовная энергия ветра совершенно не уменьшилась в его теле, несмотря на все усилия Хань Ли по ее уточнению. Казалось, это не то, от чего мог избавиться культиватор формирования ядра. Хань Ли ничего не оставалось, кроме прикладывать все свои усилия к побегу. Однако Хань Ли был очень озадачен тем, что ветряной зверь не разжигала духовную энергию ветра в его теле еще сильнее. Если бы он это сделал, демон уже давно захватил его. Конечно, Хань Ли не мог знать, что, находясь в нескольких тысячах километров от него, Фэн Си постоянно пытался это сделать. Но к его досаде он был в том же положении, что и Хань Ли. Хотя демонический культиватор не знал, какой странный яд был помещен в духовное молоко, он периодически ограничивал свою духовную силу, и его тело начинало раздуваться. Каждый раз, когда это случалось, ему приходилось останавливаться и подавлять действие этого яда. Хотя он был уверен, что сможет полностью избавиться от этого яда после продолжительной медитации, он не мог позволить Хань Ли скрыться. Более того, у Фэн Си было не так много магической силы, поэтому он мог только продолжать преследовать Хань Ли. Черепаходемон тем временем выздоровел, но, поскольку он был слишком медленным, Фэн Си оставил его и продолжил погоню сам. К его большой досаде он был удивлен, увидев, что Хань Ли мог перемещаться с такой скоростью. Они представить себе не мог, что у Хань Ли было магическое сокровище, способное развивать такую скорость. Глава 553. Молниеносное движение. Поскольку преследование продолжалось изо дня в день, интервалы, через которые раздувалась духовная энергия ветра, становились все более и более обособленными. Вначале они появлялись каждые 6 часов, потом каждые 12, и в конечном итоге только раз в день. Кроме того, с каждым разом они становились все более слабыми. В конце концов, духовная энергия ветра окончательно прекратила появляться. Казалось, ветряной зверь отказался от его преследования. Хань Ли, естественно, был рад этому. Неважно, произошло ли это потому, что энергия ветра не могла активироваться из-за большого расстояния или из-за того, что Фэн Си столкнулся с неприятностями, Хань Ли наконец получил возможность по-настоящему скрыться. Хань Ли без колебаний проглотил еще одну каплю духовной жидкости и помчался по небу безо всякого беспокойства. На маленьком, пустынном острове, в нескольких десятках тысяч километров от Хань Ли, ветряной зверь сидел в пустой пещере с мрачным выражением лица.
За эту долгую, неустанную погоню он исчерпал всю свою магическую силу и больше не мог сдерживать странный яд в своем теле. Поскольку у него не было способа мгновенно восстановить свою магическую силу, в отличие от Ханьли с его тысячелетним духовным молоком, Фэн Ми ничего не оставалось, кроме как остановиться на острове и потратить какое-то время, чтобы избавиться от яда в его теле, а затем продолжить преследование Ханьли. Расходуя столько времени и сил на создание грозовых крыльев, он готов был умереть, чтобы вернуть их. Демонический культиватор сам себе пообещал это, а затем закрыл глаза и вошел в состояние самоотверженной культивации. Через месяц Ханьли оказался на незнакомом заброшенном острове. Увидев, что поблизости не было ни культиваторов, ни демонических зверей, он спустился на остров и быстро вырезал каменную пещеру. Установив несколько ограничительных формаций, он поспешно вошел в эту пещеру и достал грозовые крылья. Ханьли взглянул на крылья размером с ладонь с нескрываемым восторгом. Поскольку крылья обладали атрибутами ветра и молнии, а Фэн Си обладал только духовной силой ветра, для управления крыльями требовался либо ветряной элемент, либо элемент молнии. С божественной дьявольской молнией в его теле у Ханьли была возможность контролировать магическое сокровище. И если бы крылья были такими же чудесными, как сказал демон, то чем раньше он сможет их использовать, тем выше будет его вероятность выживания. Однако, когда Ханьли осмотрел крылья, он увидел, что белые перья были искажены. При виде этого Ханьли сразу понял, что это потому, что сокровище не закончено. Хотя они были очень ослаблены, им удалось продержаться долго, несмотря на утверждение Фэн Си, что все их усилия были бы напрасны. Ханьли, однако, совершенно не стал беспокоиться по этому поводу, а сделал небольшой разрез на кончике пальца. После того, как капля сущности его крови собралась на кончике пальца, он сжал руку в жесте заклинания и провел обряд установления хозяина. Как только капля сущности крови капнула на крылья, в глазах Ханьли вспыхнул холодный блеск, и он подбросил грозовые крылья в воздух. Они неподвижно застыли в воздухе. Ханьли выпустил в их направлении тонкие дуги молнии. Постепенно тонкие дуги молнии стали уплотняться. После того, как грозовые крылья стали окутаны слоем золотой молнии, из крыльев стали доноситься раскаты грома. Ханьли почувствовал облегчение при виде того, что грозовые крылья стали медленно поглощать молнию от сети божественной дьявольской молнии, которая их окружала. В течение следующих 10 дней Ханьли использовал божественную дьявольскую молнию, чтобы постепенно стабилизировать перья крыльев. Кроме того, поскольку они поглощали божественную дьявольскую молнию, их серебряный цвет стал золотом. Завершив грозовые крылья вместо демонических культиваторов, Ханьли остановил свою молнию. Затем он вытолкнул на крылья туман лазурного света и поглотил их в свое тело. Вскоре после этого Ханьли покинул каменную пещеру и поспешил покинуть этот небольшой остров, готовясь испытать чудесные возможности грозовых крыльев. Ханьли глубоко вздохнул, поднимаясь высоко в небо. Затем он активировал грозовые крылья, которые содержались внутри его тела. Он почувствовал, что как его спину обдало струей ци, а затем из его спины появились крылья длиной несколько метров. Крылья были серебристо-белого цвета с небольшим оттенком золота. Ханьли повернул голову, чтобы посмотреть на них. Когда он подумал о том, чтобы пошевелить ими, крылья слегка помахали без малейшего сопротивления, как будто ничего не было. Он с любопытством протянул руку, чтобы ощупать крылья, и был поражен, обнаружив, что у них была грубая текстура. Ханьли нахмурился и приложил в руку немного силы, чтобы она легко прошла через крылья. Это. Ханьли был потрясен и тут же заглянул в себя. Грозовые крылья размером с ладонь находились внутри его дантяня и светились слабым белым светом. Крылья снаружи его тела были не истинной формой сокровища, а проявлением духовной силы, что очень удивило Ханьли. Сосредоточившись, Ханьли стал вливать магическую силу в истинную форму крыльев, заставляя внешние крылья мигать серебряным светом. Затем, махая крыльями, Ханьли полетел по воздуху. Сделав несколько кругов вокруг острова, Ханьли остановился и что-то пробормотал про себя, схватившись за подбородок. Их скорость не была особенно впечатляющей. Фактически, она не сильно отличалась от его обычной скорости. Кажется, ему нужно будет вливать в них духовную силу ветра или молнии, чтобы увидеть их истинные способности. С этой мыслью Ханьли без колебаний выдвинул свою божественную молнию, посылая 2 искры слабой золотой молнии во внутренние крылья. В тот же миг молния высвободилась из-за его крыльев. Ханьли поспешно повернул голову и увидел, как крылья стали мерцать серебряной молнией. Теперь они выпустили странную ауру. Внезапно раздался гром, и Ханьли появился в 30 метрах от того места, где он находился только что в мгновение ока. Молниеносное движение. Ханьли пришел в восторг. Затем он снова взмахнул крыльями и появился на расстоянии 100 метров от изначального положения после раската грома.
В последующее мгновение Хань Ли превратился в вспышку серебряной молнии, пролетев более 300 метров в мгновение ак. Его беспорядочные и мгновенные движения были экстраординарными. Хань Ли был крайне рад этому и пробормотал: молниеносное движение достойно назваться самым высоким из всех методов передвижения. Его нельзя сравнить с обычными методами передвижения 5 элементов. Возможно, после небольшого закаливания это магическое сокровище может стать еще более невероятным. Неудивительно, что Фэн Си потратил столько времени и сил на их создание. В мире есть только несколько вещей, способных развить такую скорость. С этими крыльями в этом мире никто бы не смог убить его. Затем крылья рассеялись, испустив вспышку серебряного света. Хань Ли больше собирался продолжать оставаться в области внешних звездных морей и решил вернуться в область внутренних звездных морей. Хотя он, возможно, ему и удалось стряхнуть с себя Фэн Си, но ветряной зверь все еще обладал невероятной скоростью, так что Хань Ли не собирался ждать, пока демон найдет его. Поскольку область внутренних звездных морей была под властью людей, была вероятность того, что даже самые могущественные демоны не осмеливались проникнуть туда. После того, как Хань Ли вернулся бы в область внутренних звездных морей, он бы прорвался на стадию зарождающейся души и больше бы не боялся этого демона. Более того, Хань Ли считал, что эксцентрики зарождающейся души, которые преследовали его из-за небесного котла, к настоящему времени, учитывая, сколько времени прошло, оставили эту затею. Кроме того, после того, как Хань Ли станет культиватором зарождающейся души, ему не составит проблем сбежать от Цзень, Иня и других. Единственный, кого ему все еще нужно было остерегаться, это Мэна Хуцзы. С этой мыслью Хань Ли вернулся в пещеру острова и быстро осмотрел сумки для хранения демоно-черепахи и ядовитого дракона. Неожиданно он обнаружил в них множество живых демонических существ, а также несколько чрезвычайно ценных материалов. Один из ценных материалов был панцирь черепахи и более сотни малиновых чешуек. Очевидно, эти части отвалились от него во время перехода на стадию метаморфозы. Это был отличным сюрприз для Хань Ли, поскольку из этих деталей он мог сделать доспехи, которые были бы не менее мощными, чем те, что дал ему Мэн Хуцзы. Однако сейчас было не время заниматься этим. Вместо этого он снял формацию и отправился в направлении последнего известного места скрытого города секты изысканного звука. Он считал, что транспортная формация уже должна была быть закончена к моменту его прибытия. Независимо от того, должен ли он был использовать принуждение, взятки или грубую силу, он планировал использовать транспортную формацию и вернуться в область внутренних морей. Хотя Хань Ли не знал, в каком месте находится скрытый город секты изысканного звука, ему нужно было только выяснить кое-что у хорошо осведомленных человеческих культиваторов. Но Хань Ли не знал, что в этот самый момент демоно-черепаха добралась до пещеры, которая располагалась на глубине более километра в море. Здесь он сообщил старейшине клана драконов об убийстве ядовитого водяного дракона. Этот старейшина был 9-м, уровне средней стадии 9-го класса инфернального водяного дракона. Глава 554. Бегство в секту изысканного звука. С нынешним уровнем культивации Хань Ли, даже без использования кроваво-красного плаща или грозовых крыльев, он мог летать с удивительной скоростью. Менее чем через полгода Хань Ли прибыл на пустынный остров, который когда-то был местом скрытого города секты изысканного звука. Окинув остров своим духовным чутьем, он не нашел там ни души. Казалось, ему нужно искать людей в другом месте, чтобы получить информацию. Хань Ли огляделся по сторонам и исчез, превратившись в полоску лазурного света. Поскольку секта изысканного звука переместилась после того, как они основали тут скрытый город, они не могли переместиться далеко. Кроме того, близлежащие моря были наиболее безопасными, и именно здесь скрывались выжившие человеческие культиваторы. Хань Ли был уверен, что с помощью своего мощного духовного чутья он сможет без труда найти человеческих культиваторов. Как и ожидалось, через полдня Хань Ли обнаружил следы нескольких человеческих культиваторов на острове среднего размера. Взглянув вниз с неба, он заметил, что несколько мужчин и женщин сражались с 2 демоническими зверьми 4-го класса. Заметив несколько знакомых лиц, Хань Ли слегка улыбнулся. Затем он использовал искусство замены внешности и принял форму темнокожего мужчины среднего возраста. Затем он взмахнул рукой и выпустил 2 лазурных меча, которые тут же метнулись в демонических зверей. В мгновение демонические звери потеряли свои головы и рухнули замертво на землю. Произошедшее тут же встревожило культиваторов, и они невольно взглянули в него и увидели там Хань Ли. Увидев такого мощного эксперта, они стали переговариваться между собой. Посовещавшись, в направлении Хань Ли вылетел мужчина в расшитом халате. «Большое спасибо за помощь, старший».
Мы можем вам чем-нибудь помочь?» Хотя большой мужчина в расшитом халате говорил это почтительным тоном, на его лице было беспокойство. Откуда культиватор формирования ядра взялся на этом острове, Хань Ли не сразу ответил, увидев человека в расшитой одежде. Это был Ицзин, с которым Хань Ли телепортировался на остров невероятных глубин. Хань Ли прищурился, взглянул на остальных культиваторов и узнал там Сю Юаня. Других культиваторов, с которыми он прибыл на остров, не было. Между тем Ицзин и Сю Юнь так и не смогли продвинуться к стадии формирования ядра за все эти годы, поэтому все еще были на поздней стадии заложения основ. Ицзин занервничал при виде того, что Хань Ли молчит. Немного поколебавшись, он хотел было спросить снова, но Хань Ли опередил его: «Я ищу скрытый город секты изысканного звука. Кто-нибудь из вас знает, где его откроют в следующий раз?» С безразличным выражением Хань Ли пристально посмотрел на Ицзина. Услышав слова Хань Ли, Ицзин слегка расслабился и тактично ответил: «Старший, город секты изысканного звука откроется примерно через месяц и откроется на острове Гор-Близнецов. Остров находится в нескольких днях пути отсюда. Если старший хочет, мы можем показать вам дорогу». Хань Ли покачал головой и мягко сказал: «В этом нет необходимости. Было бы лучше, если бы вы дали мне карту». Хань Ли совсем не собирался вспоминать былые времена с этим человеком. Этот человек действительно был счастливчиком, раз ему удалось выжить в восстании зверей. Другим не так сильно повезло. Когда Хань Ли подумал об этом, он почувствовал легкую грусть. «Да. Старший, вот карта моря и местоположение скрытого города». Ицзин, казалось, был слегка разочарован отказом Хань Ли, но он все еще надеялся наладить дружеские отношения со старшим. С каждым днем область внешних звездных морей становилась все более опасной для человеческих культиваторов. Было бы очень полезно познакомиться с культиватором формирования ядра. Но снова взглянув на отстраненное выражение Хань Ли, он тут же понял, что ничего из этого не выйдет, и просто достал нефритовую пластинку из своей одежды. Он записал расположение секты изысканного звука и передал ее Хань Ли. Взяв нефритовую пластинку в руки, Хань Ли слегка кивнул и тут же высвободил свое духовное чутье. Затем он тут же метнулся в небо, превратившись в полосу лазурного света. Низкороговые культиваторы, которые были вынуждены остаться, с завистью смотрели на него. В настоящее время в области внешних звездных морей культиваторы стадии заложения основ не могли слишком сильно отдаляться от своих пещерных резиденций. Хань Ли не собирался смиренно ждать еще месяц, опасаясь, что его найдет Фэн Си. В результате он был готов заплатить секте изысканного звука огромную сумму, чтобы спокойно телепортироваться обратно в область внутренних звездных морей. Конечно, если бы они отказались или стали слишком жадными, он собирался и силу применить против них. Несколько дней спустя Хань Ли прибыл на остров Гор-Близнецов. Остров был довольно просторным, а в его центре располагались две горы, практически одинаковые по высоте. Пройдя несколько раз по горам, он обнаружил вход в скрытый город, как описано на карте. Немного поколебавшись, Хань Ли изменил свою внешность на ту, что он использовал, когда последний раз посещал этот город. Затем он спустился в центр горы и сделал несколько шагов к дереву шириной в 10 метров и высотой 100 метров. Он бесцеремонно взглянул на огромное дерево и невольно усмехнулся. Он слегка щелкнул пальцем, с которых вылетело 3 шара белого света, которые тут же разбились о кору дерева. Спустя мгновение вспыхнул лазурный свет, а к коре дерева появилось отверстие. В этом отверстии появился старик на поздней стадии заложения основы. Этот был тот же привратник, что и в прошлый раз старик сразу узнал Хань Ли. В конце концов, не так много культиваторов формирования ядра посещало тайные собрания скрытого города. Кроме того, до него дошли слухи, что этот культиватор в одиночку смог подавить более 10 культиваторов формирования ядра. Все думали, что на самом деле он был культиватором зарождающейся души. Увидев Хань Ли, старик сразу же глубоко поклонился ему: «Значит, это старший Ли. Надеюсь, старший не обидится, если я спрошу, по какому поводу вы прибыли сюда. До тайного собрания еще месяц, в городе нет для вас никаких полезных сокровищ». Старик говорил с почтительным тоном, но его взгляд был удивленным. Хань Ли презрительно взглянул на старика и заговорил высокомерным тоном: «Я пришел не на тайное собрание. Я хочу встретиться с мастером секты или со старшим юном». «Вы хотите увидеть мастера секты или старшего юна?» Старик остановился на мгновение, а затем немного поколебался. «А что? Какие-то проблемы?» Голос Хань Ли был лишён эмоций, а выражение его лица стало мрачным. Когда старик увидел это, он вздрогнул и сразу же наигранно улыбнулся со словами: «Конечно, нет». У него на лбу блеснули капли холодного пота. Немного подумав, старик искренне сказал: «Поскольку вы прибыли лично, значит, у вас очень важное дело.
Однако я все равно сначала должен доложить о вас. Мы принесли наш скрытый город сюда совсем недавно, так что подождите минутку. Он решил поручить это дело тем, кто стоял над ним. Он не мог позволить себе обидеть такого страшного персонажа. Хань Ли обрадовался, узнав, что леди Фань была здесь. Выражение его лица смягчилось, а затем он сказал: «Тогда, пожалуйста, побыстрее. У меня мало времени». Старик почувствовал облегчение и поспешно ответил: «Да, я сейчас пошли талисман передачи голоса мастеру секты». Это займет всего минуту, и если бы Хань Ли решил прорваться, старику ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать. Так что он тут же записал передачу голоса и отправил ее. Увидев, как талисман передачи звука исчез, Хань Ли спросил: «Где старейшина Юн? Почему он не с вашим мастером секты?» Выражение старика стало неприглядным. Какое-то время он колебался, а потом пробормотал: «Я действительно не знаю о местонахождении лидера секты Юн». В этот раз все вопросы о переносе города решала мастер секты. Увидев выражение старика, Хань Ли понял, что старик имел в виду. Хань Ли слегка усмехнулся и больше не стал задавать вопросы старику. Спустя мгновение культиватор в белом получил талисман передачи голоса. Проверив его своим духовным чутьем, он почтительно сказал: «Старший Ли, наша мастер секты хочет поговорить с вами. Следуйте за мной». «Веди меня», — равнодушно ответил Хань Ли. Город под деревом был во многом похожим на то, каким он видел его в прошлый раз. Но на этот раз, помимо многих низкоранговых учеников секты, других учеников не было. Старик быстро привел Хань Ли к каменной стене, у которой стояли две красивые женщины-культиваторы. Две женщины-культиватора почтительно поклонились Хань Ли с улыбкой на лице и проговорили ласковым тоном: «Рады приветствовать вас, старший Ли. Мастер секты выражает вам свое почтение и очень рада, что вы посетили нас». Глава 555. Разоблачение. Хань Ли взглянул на выражение двух женщин, почесал подбородок и кивнул головой. Одна из женщин протянула руку к каменной стене, в результате чего там появились каменные ворота лазурного света. «Я могу проводить старшего только сюда, так что мне пора». Старик воспользовался возможностью и поспешно ушел. Хань Ли не обратил на него никакого внимания и вошел внутрь. Пройдя через короткий проход, Хань Ли очутился в большом зале. В центре зала сидела леди Фань в светло-зеленой одежде и легким макияжем на лице. При виде Хань Ли она слегка улыбнулась. Женщина почтительно поклонилась Хань Ли и сказала: «Надеюсь, старший не обиделся на то, что я лично вас не поприветствовал». Затем она вытащила стул и предложила ему сесть. Он слегка приподнял бровь, взглянув на стул, и сел на него. Затем его взгляд упал на красивое лицо женщины, и он безмятежно сказал: «Кажется, леди Фань не боится того, что я пришел с намерением нанести вред вашей секте». Леди Фань сделала несколько шагов в сторону и села рядом с ним. Она закрыла улыбку рукой и сказала: «Старший шутит с вашим уровнем культивации, разве я могу вам противостоять?» В этот момент леди Фань находилась всего в метре от него. Хань Ли почувствовал аромат ее. Хань Ли слегка нахмурился, но в остальном его выражение оставалось нормальным. Однако, когда женщина села, она была удивлена. Затем он со странным выражением осмотрела Хань Ли. Хань Ли, казалось, разгадал ее действия, но в этот момент подошла молодая девушка и поставила перед ними чашечку ароматного чая, а затем встала за леди Фань. Леди Фань не обратила на это внимания, но на мгновение она нахмурилась. Когда Хань Ли взглянул на двух женщин, его разум пришел в замешательство. Леди Фань сделала глоток чая перед собой и поджала губы. Затем она спокойно спросила: «Старший что-то хочет от нашей секты. Мы сделаем все, что в наших силах. Раз леди Фань сама заговорила об этом, я не буду ходить вокруг да около. Ваша секта уже завершила транспортную формацию, на которой можно вернуться в область внутренних звездных морей. Я хочу воспользоваться им», — Хань Ли сказал об этом так, как будто о несущественном пустяке. «Транспортная формация». Леди Фань замолчала на мгновение, а затем таинственно улыбнулась. «Боюсь, мне придется вас разочаровать. Транспортная формация еще не завершена. Однако, возможно, вскоре мы ее закончим. Если вы подождете еще немного». Хань Ли не дождался, пока она закончит, и тут же перебил ее. Сколько еще? Леди Фань немного поколебалась, а затем поставила кружку на стол и сказала: «Трудно сказать. Старший уже должен знать, что для завершения нам не хватало призрачного камня». Старейшина Юнь и другие старшие отправились на поиски этого камня, но они встревожили демона в этом регионе. Началась огромная битва, и они смогли получить лишь небольшое количество материалов в обмен на жизни множества старших.
Старейшину Юню ничего не оставалось, кроме как составить план для будущих действий. По факту. Женщина-культиватор, стоявшая за леди Фань, слегка кашлянула. На лице леди Фан мгновенно появилось угрюмое выражение. Она замолчала, как будто не могла сказать больше. Хань Ли был удивлен этому и холодно взглянул на нее. Женщина испуганно опустила голову. Спустя мгновение он встал и сказал: «Поскольку транспортную формацию нельзя использовать в ближайшем будущем, тогда мне здесь делать нечего. Мне пора». Когда леди Фань увидела это, в ее глазах мелькнуло сложное выражение. Она немного поколебалась и сказала: «Хотя мы не можем вам помочь с транспортной формацией, мы всегда с почтением относимся к старшим. Может, вы останетесь у нас на ночь, а в путь отправитесь завтра, остаться здесь на ночь». Хань Ли хотел отказать ей, но, взглянув ей в глаза, он передумал. «Все в порядке. Я отправлюсь утром». Леди Фань улыбнулась со странным выражением: «Хе-хе. Наша секта развлечет вас. Служанка, отведи старшего Ли в нашу лучшую комнату». В комнату вошла молодая женщина. Не говоря никаких лишних слов, Хань Ли последовал за ней. Однако, когда он собирался покинуть зал, он решил проверить кое-что и бросил на него глубокий взгляд, а затем спокойно ушел. После того, как Хань Ли покинул зал, молодая женщина, стоявшая за леди Фань, сказала: «Мастер секты, почему вы попросили его остаться? Разве это не опасно? В прошлый раз на него не подействовала ваша техника соблазнения», — мягким голосом проговорила она. Хотя она проговорила это с уважением, в ее голосе были слышны сомнения. «Юн Цинь, что-то ты разговорилась. Я просто пытаюсь наладить хорошие отношения с культиватором, обладающим удивительной силой. С каких это пор ты указываешь, что мне делать?» Леди Фань нахмурилась. «Я не смею делать. Мы все следовали указаниям старейшины Юнь, прежде чем он ушел. Надеюсь, мастер секты не сделает то, что создаст ей проблем», — с покорным тоном проговорила молодая женщина. Казалось, она не собиралась отступать. «Я, естественно, сообщу Тянь Юнься об этом, когда он вернется. Поскольку у меня все еще есть обязанности в качестве мастера секты, я надеюсь, ты простишь меня за то, что я покину тебя». Выражение лица леди Фань стало мрачным. Она резко встала и ушла, не оглядываясь назад. В зале со сложным выражением на лице осталась только молодая женщина. Хань Ли лежал на деревянной кровати, размышляя, глядя в потолок. Он не боялся остаться на ночь в рыночном городе. Он уже проверил торговый город своим духовным чутьем и обнаружил, что в городе самый высокий уровень культивации был на поздней стадии заложения основ. Здесь не было культиваторов формирования ядра, не говоря уже о эксцентриках зарождающейся души. Помимо неожиданных сюрпризов, беспокоиться ни о чем. Тем не менее, он теперь размышлял о том, что ему придется потратить много лет, чтобы вернуться обратно в область внутренних звездных морей. Внезапно он услышал стук в дверь. «Входи», — сказал Хань Ли, оставаясь на кровати. Казалось, он знал, кто там, и ожидал их. С другой стороны двери раздался сладкий смех. Дверь открылась, являя леди Фань. Она вошла в комнату с легкими шагами, полностью демонстрируя свои густые черные волосы и необыкновенную красоту. Она без малейшего стеснения села на кровать Хань Ли и улыбнулась ему. Старший еще не спит, несмотря на поздний час. «Кажется, он знал, что я приду». Хань Ли спокойно ответил, не открывая глаза: «Во время нашей встречи мастер секты еще не все сказала мне. Итак, о чем вы хотите поговорить со мной втайне ото всех? Сразу говорю, если это не имеет никакого отношения к транспортной формации, меня это не интересует». Конечно. С таким количеством эксцентриков зарождающейся души, которые в настоящее время преследуют его в области внешних звездных морей, вполне естественно, что старейшина Хань хочет вернуться. Тело Хань Ли застыло, и он открыл глаза. Он пристально посмотрел на женщину перед собой и холодно спросил: «Что? Кто такой старейшина Хань?» Леди Фань с спокойным выражением взглянула на Хань Ли и неторопливо сказала: «Я, естественно, говорю о вас, старейшина Хань». Немного помолчав, Хань Ли сел и восстановил свое спокойствие, а затем спросил: «Как ты узнала меня? С твоим уровнем культивации ты не можешь видеть мою настоящую внешность». Она убрала с лица прядь волосы и проговорила с хитрым выражением на лице: «Я не видела тебя. Я почувствовала это». «Ты почувствовала это?» Хань Ли остановился на мгновение, на его лице появилось смущение. Леди Фань поджала губы и улыбнулась, объясняя: «С самого детства я отличалась ото всех. Я могла различать людей по запаху. Кроме того, всякий раз, когда я чувствовала запах, я навсегда запоминала его. Поскольку старейшина Хань меня тогда заинтересовал, я запомнил ваш запах.
Но в последний раз, когда скрытый город открылся, Хань Ли сидел слишком близко к Вэнь Сюи, и в комнате было много людей. В результате я не смогла четко поймать ваш запах. Но сегодня, когда мы были так близко, я тут же узнала ваш запах. В этот момент леди Фань посмотрела на Хань Ли с влажными глазами и улыбнулась ему своими пухлыми губами.